Привет. Плосковер, шаровер, половер. Полая земля, как сказать? Пустая. Пустовер. Люди уже понаделали себе таких кличек. Не надо верить. Все это оканчивается на веру. На какую-то пустую. Многие люди, спрыгнув с шарообразной земли, оказались на плоской. А другие люди остались лететь на шарике. Как говорится, у каждого своя дорога. Кому что нравится. Только вот в разговорах заметил такие моменты, что даже те, кто защищает гелицентрическую модель вот этого Солнечной системы, то есть, которая несется где-то в космосе, я услышал то, что эти защитники, они также не знакомы с этой Солнечной системой. Просто только знают то, что где-то в учебном заведении дали, кто-то что-то почитал еще, плюс к этому. И не более. Поэтому и много слышно различных споров. Вот. А если не прыгать на плоскую землю? Потому что те явления, которые проходят на плоской земле, если так называть, относительно плоской, они, в общем-то, потруднее будут для пояснения, объяснения. Ну, не считать, если дальность видимости, перспективу. Вот, это я считаю просто. Ну хорошо. Начну с гелицентрической модели. Именно с того элементарного, о чем я никогда не думал, что люди это упускают. Упускают из поля своего видения. Именно поэтому получаются споры. Нам говорят, шарики, много шариков в космосе. Все это дело, значит, и по каким-то причинам, скажу так, кто-то это принял, уверовал. А если проверить? Ведь все мы всегда проверяем. Если человек, например, пришел покупать автомобиль, а ему в объявлении написали, что это такая машина почти как новая. Приходи, покупай только. Деньги давай. А человек приходит, а машина эта, местами ржавая уже. Человек тоже будет игнорировать или под каким-то углом смотреть на эту ржавчину, или закрывать глаза. Нет. Потому что здесь интерес. Не любопытство, а интерес. Интерес в том, чтобы отдать свои деньги, заработанные. А вот в разговорах между людьми интереса нет. Любопытство. Временное. Ну, сегодня поговорим на одну тему, завтра на другую. Так вот, говорят, Луна летает вокруг Земли. Затмение создает солнечное. Я вот открыл посмотреть на этот год солнечные лунные затмения. Так, лунное не берем солнечные. Значит, 15 февраля должно быть солнечное. Уже было. 15 февраля. Можно проверить. Январь, февраль. Так, 15. Угадали. Вот Луна становится на одну линию. Солнце, Луна, Земля. И по орбите движения находится на одной линии тоже посередине. 15 февраля.
Отлично. Тринадцатого июля следующее. Переходим на июль и проверяем. Да, Луна тоже становится на одну линию. И следующий 11 августа. И последний на этот год. Так, 11 августа проверим. Откуда же они это все узнали, а? Точно. На одну линию становится. По эклиптике, тоже посередине. Вот с этой стороны поудобнее будет. И больше нет. Затмения 2018 года являются частью длительного цикла, который начался в 2016 году. Они принесут важные перемены, которые определяют то, как будет разворачиваться наша жизнь в последующие месяцы и годы. Во как. Будет разворачиваться жизнь. А что если я не верю в это? Почему только 3 затмения или 4? Так, 15 раз, 13 июля 2, 3 на весь год. А вот теперь я проверю полностью, весь год. Ну вот начался январь 2018 года. И также вот 16 января Луна становится на одну линию. Дальше февраль, как мы смотрели, было. Дальше март. Вот Луна становится также на одну линию. Также и апрель. Почему про это забыли? Не увидели? И так каждый месяц. Можете проверить. Именно по этой гелиоцентрической системе, Солнечной системе. Каждый месяц должны быть затмения. Но нам почему-то указывают 3 выборочно. Остальные почему-то игнорируются. Я же ничего не придумал. Вот беру Солнечную систему, кручу ее, верчу каждый месяц. Здесь единственное только неправильно показано движение Луны немножко. Но это сути не меняет. То есть вот наклон, если в марте брать, вот такой будет у Земли 23,5 градуса, то Луна должна двигаться не так, как здесь показано, что она посередине ходит, а чуть-чуть, как бы если Луну переместить чуть выше вот сюда и вот так вниз. Но это не меняет ничего. То есть для такого положения, для пересечения, как бы она ни двигалась, хоть сверху от севера на юг строго или отсюда, всегда будет точка пересечения. Одна линия. Солнце, Луна, Земля. Вот такая простая проверка. То есть по гелиоцентрической системе каждый месяц должно быть затмение. Но его не происходит. Что-то не доработали. И еще одно. То, что
у Луны есть наклон свой. Вот это голубое орбита Земли. Вот ее наклон 23,5 градуса. Значит, экватор здесь будет. До орбиты также 23,5 градуса, плюс 5. Это получается 29 градусов уже. Ну, не точно, но я округляю. 29 градусов. Значит, от 90 отнимаем 29, 61 градус. Значит, Луна всегда должна... что хочу сказать. Орбита Луны, вот эта красноватая, она всегда будет одна. Если кто-то хочет сказать, что Луна вдруг прыгает ниже, выше, меняя орбиту по отношению к Земле, то это глупость. Как нам говорят, это тело огромное и очень тяжелое, которое несется на космической скорости. Чтобы сдвинуть с места такое тело с первой космической скорости, для нее она там является 1,5 километра в секунду. Но это большая скорость. И плюс этот вес. Так вот, чтобы ее сдвинуть с места, с траектории полета, можно, конечно, пофантазировать это, призвать Халка, Железного Человека, Супермена, чтобы они поднатужились и надавили, а сзади Тор своим молотом еще поддал хорошо. Может быть, тогда сдвинется. Потому что надо учитывать, это очень огромный вес, который даже на 1 километр в секунду скорость не сдвинется со своей орбиты. Никак. Сам по себе или. И как здесь показано, она также двигается всегда одинаково. Так что 61 градус. А вот если посмотреть, как же она появляется, я взял по своему местоположению, взял декабрь. Вот тут 18-й год, 17-й год, разницы нет большой. Если посмотреть 1 декабря, давайте поставим не декабрь, а январь, например, уже этот год. Вот 8 января на 90 градусов она появляется, потом 97, 104, 110, доходит до 123. Это на восток, это уже к югу. Направление от востока. Восток это 90 градусов. И здесь я вообще не вижу 61 градус. Вот такие вот чудеса. Если посмотреть по программе Stellarium, мы видим то же самое. Это не 28 февраля стоит здесь. 1 марта, например, взять. Вот 1 марта Луна появляется, грубо говоря, градусов на 75. А должна появиться здесь, в этом районе, на 61 градус. Но и здесь тоже чудеса. То есть это не чудеса, это как в жизни происходит. 1 марта в этом районе. 2 марта ближе к востоку. Продвину дальше. 7 марта, например. Вот она. Она уже проскочила восток. То есть, что хочу сказать, что Луна движется так же, как и Солнце, отдаляясь и приближаясь. Именно поэтому меняется место ее появления. Она может и здесь появиться, ближе к востоку, потом в сторону севера двигаться, точно так же, как и Солнце. Но
по гелиоцентрической модели этого быть не может никак. Потому что, напомню, у нее есть своя орбита. Сейчас нарисую. То есть вот здесь экватор. И вот этот угол, здесь белое, не будет видно. Если протянуть дальше, то есть вот этот угол 23,5 градуса. Раз здесь наклон 23,5, от орбиты экватор также уходит ниже на 23,5, плюс 5, 14, это 29 градусов. 90 градусов минус 29, 61 градус. Вот на 61 градус она должна появляться. Думаю, так понятно. Вот такие вот гелиоцентрические чудеса. Так что не получается. Есть очень хороший фактор, который я называл и многие другие, как, если взять вот, ну давайте, лето, зима, то есть вот лето, здесь зима, и, как я говорил, тоже наклон сюда, это светлая сторона. Если в каком-то городе, в любом, 10 часов утра, то зимой должна быть ночь на этой стороне. Ну, говорят, 4 минуты. Не работают, потому что, во-первых, эллипс, здесь более круг показан. На эллипсе 4 минуты не работают. А также не надо забывать о кеплеровском законе, от которого все отталкивается. Движение небесных тел. Вот эта стрелочка – это вектор скорости. Вот здесь он падает, то есть замедляется Земля, а сюда будет ускоряться. Движение идет по эллипсу, вот сейчас скорость растет. Очень простая проверка для 4 минут. Или пусть там будет 3 минуты с какими-то секундами, разницы нет. То есть придется Земле, двигаясь в мир вот от Земли, на всем этом пути, здесь начинается ускорение, быстрее пошла, потом пошла медленнее. Каждый раз менять эти минуты. Где-то должно быть уже и там и до 8 минут дойдет, где скорость большая, чтобы она подвернула к Солнцу. Так что и этот пункт не работает. Если, конечно, относиться серьезно, а не игнорировать. Ну а если, конечно, игнорировать, то никаких фактов не будет достаточно. Поэтому повторюсь. Вот те, кто пытается оправдать, защитить этот гелиоцентризм, для начала изучите. Изучите и сами себе ответьте на все эти несостыковки, которые существуют. А их на самом деле очень много, потому что это не теория. Вот это все, это не теория. Это бред, составленный глупейшими людьми. Глупейшими. Потому что если бы я сделал, например, я бы сделал получше, честно говоря. Но так как сделана эта теория, на чем построена, ни на чем. Теория должна на чем-то быть, иметь какой-то фундамент. Реальные факты, доказательства, исследования. Здесь же ничего не существует. Дальше покажу простой пример тоже.
но почему-то на нем люди споткнулись. Поэтому я говорю, многое упускается из виду, потому что не проверяется. А только споры, разговоры, которые ни к чему не приведут. Надо лишь проверить. А после этого уже спросить, а стоит ли говорить дальше о каких-то событиях. Так вот покажу. Почему вот это мартовское взял положение, оно очень хорошо. Ну, можно взять и осеннее, но как бы сейчас весна, поэтому взял март. Вот я беру период с 1 марта движения Земли. Вот это 1 марта положение. И до конца марта, 31. Вот какой участок. Отсюда и сюда. Как мы видим в жизни, сначала покажу. Программа Stellarium очень точно показывает, как происходит в жизни. Вот я беру 1 марта, полуденное солнце, вот юг, и прогоняю до 31 марта. Насколько изменилась высота Солнца. И это так и есть, потому что Солнце приблизилось, стало выше, угловая высота увеличилась. Может ли это быть на Солнечной системе, которую нам показывают? Сейчас проверим еще раз. Повторяю, вот движение Земли. Ну вот 1 марта, если взять, сейчас покажу наклон Земли. Наклон Земли будет вот сюда, 23,5 градуса. Так как зимой был от Солнца наклон, летом будет к Солнцу наклон 23,5 градуса. — 31 марта также наклон остается. Она как бы боком проходит, если так выразиться. Но то, что мы видим в жизни, как показывал рост высоты Солнца, здесь быть не может. Вот на таком участке. Никак. Потому что рост Солнца, это значит, Земля должна вот с 1 марта, и вот по до 31 начать заваливаться к Солнцу, чтобы мы увидели подъем Солнца. Вот как здесь происходит. То есть Земля должна начать заваливаться к Солнцу. Но в этой гелицентрической модели такого нет, об этом никто не говорит, что она вдруг начинает заваливаться когда-то. Такого не происходит. А в жизни происходит. Потому что, еще раз говорю, Солнце приближается, высота растет. А здесь нет.
Дальше покажу, как в жизни. Сделал фотографию 21 марта. Полуденное солнце. То есть это простейший метод ориентирования. Самая короткая тень является полуденной, когда солнце находится на юге. Вот на юге. И тень от предмета покажет всегда на истинный север. Без компасов, без ничего. Вот фотография полуденного солнца 21 марта. Тень показывает на истинный север. Магнитный компас показывает чуть-чуть правее. И то вот здесь, если видно, вот кончик стрелочки, он чуть левее, то есть не сам компас, корпус надо было еще чуть левее подвернуть. Да даже суть не в этом. Здесь видно, что разница небольшая. Как правило, будет составлять в районе 6 градусов, 4, по-разному. Если посмотреть на карту магнитных склонений, то в том месте, где я живу, плюс 8 градусов. Плюс это восточное склонение. Значит, отнимаем влево, должен быть истинный север. Вот направление. Если продлить, вот это истинный север. И вот разница какая составляет. И это будет всегда. В любое время года. Полуденное солнце всегда покажет на истинный север. Поэтому без каких-либо приборов можно это все определить, где находится север. Также это я делал в этом году. А вот в 2016 году другой человек, который находится от меня за 1000 километров, это в мае он сделал, 20 или 21 мая. Вот что у него получилось. К 10, 11, 12, 13, вот это у них обеденное время, полуденное солнце. А вот это направление по компасу на север. В разных местах, в разное время, ну я имею в виду время одно, то, что полуденное было для меня и для этого человека. В разное время то, что я делал в марте, а это в мае, но показания одинаковые. Направление истинный север и чуть правее магнитный. То же самое у него. Это я показал, как в жизни происходит. Солнце на юге, тень всегда на север. Получится ли это здесь? Направление оси, то есть истинный север здесь. Вот в этом месте, например, поставим колышек, шест, без разницы, от которого тень покажет в другую сторону. Так как на одной линии будет находиться. Покажу на более крупной картинки с Земли.
Вот так. Ну, по центру выставлено. Наклонить надо 23 градуса. Что такое полуденное солнце? Вот я проведу линию. Так, чуть неровно. Вот эта линия полуденного положения. То есть вот на этой линии, если вот брать территорию суши, вот для этих людей, вот здесь будет полдень. Земля вращается вправо, значит, следующая территория, которая подойдет, для них будет полдень. Вот так вот разделю сейчас, чтобы более понятно было. Экватор вот. А черная линия разделяет. Здесь будет наклон идти к северу, а здесь наклон будет к югу. Значит, если здесь поставить какой-то предмет, то тень от него покажет сюда. Если же здесь ставить, вот здесь поставим предмет, тень покажет сюда. Здесь покажет сюда. Здесь покажет сюда. То есть вдоль этой линии. А север у нас вон где. Это как получается на шарике. Не работает. Я сделал простое видео. Я не стал брать глобус, а просто шар. Разницы нет. Вот это север. Вот так, если разделить, и то я не отклонил на 23,5. Это приблизительно. Суть ведь здесь не в градусах, а понять смысл. Можно выставить, конечно, точно. То есть, если вот так провести центр, вот здесь будет. То есть, вот он наклон. Вот эта линия полуденного солнца, положение. И если подсветить фонариком, ну, разницы нет чем, лишь бы поярче, чтобы было дневного освещения, то вот мы получаем тень, которая показывает в этом направлении. Немножко не точно. Так. В этом направлении. А север у нас истинный вот в этом направлении. И лишь две позиции Земли когда сойдется направление тени полуденного солнца на север, это вот оно. Лето, вот оно покажет на север. И зимой точно так же. То есть летом север наклонен к солнцу, а зимой от солнца. Но линия остается одна. Ну, здесь и видно. Направление.
То есть только летом, 21-22 июня, когда к Солнцу наклонена ось. И также зимой. Двадцать первое, 22 декабря, там не важно. Ось будет от Солнца, но линия будет одна. Только две точки. Но в жизни, если проделаете такое наблюдение, вы увидите, что каждый день картинка будет всегда одна. Вот такая. Тень полуденного солнца будет показывать на истинный север. Также еще хочу показать то, что уже показывал, но почему-то тоже на это игнорируется. Вылет из Нью-Йорка в Москву, то есть полет с запада на восток. И человек снимал солнце. Полет над океаном. Направление полета сюда, и солнце идет тоже сюда. И уже начинает темнеть на земле. Но с самолета его видно. Воспроизведение ускоренное на большой скорости. А вот теперь покажу. Вылет отсюда, чуть севернее, и полет в Москву. Когда самолет находится на этом участке, здесь можно брать, то есть вот сейчас, как на видео, стемнело, да? То есть когда они вылетели, там-то уже давно темно стало. Но в каком положении, если вот повернуть Землю, такое вообще может быть возможным? Солнце отсюда. Здесь темная сторона. Пусть это будет летом. Наклонить в сторону Солнца. Высота самолета 10, 11, 12 километров пускай. Вот здесь, на этом глобусе, даже 12 километров показать невозможно высоты. Это как по глобусу самолет будет лететь. И вот на этой широте находиться. Можно ли будет видеть Солнце отсюда? А зимой тем более. Наклон от Солнца. И вот на этой широте. Солнечный свет будет сверху проходить. И видно его, Солнце, вот так, никак не представляется возможным. Тоже игнорировать? Или все-таки подумать? Я имею в виду для тех, кто защищает гелиоцентризм. Ведь если мы начнем все игнорировать, а может так, а может не так, думать, что-то додумывать. Кстати, люди додумывают намного грамотнее, чем это нам навязали. Или подход разобраться и понять, или игнорирование. Поэтому я и говорю, что если серьезно подходить, надо учитывать все. А в этой системе ничего не вяжется. Я показал лишь малую часть. До этого показывал другое. Существуют различные видео, где показаны также несостыковки, противоречия. Одним словом, бред. Трудно подобрать что-то на самом деле. Но повторюсь, глупые люди
создали вот эту систему. Кому-то нравится думать, что на шарике живет. Больше всего это относится к ленивым людям, которые не утруждают себя ни проверками, ничем более. Вот если, глядя на это видео, есть ощущение поворота Земли или все-таки оно уходит? Подумайте. И не надо игнорировать. Любой факт является фактом, тем более видимым. Поэтому я показываю очень простые, которые не требуют расчетов, а только лишь немножко внимания. На этом всем всего хорошего. Услышимся.